Hello, beautifuls! Вы на канале Twinkie Talks. Сегодня у нас первый выпуск игроновостей, как и раньше и обещала. Хочу сделать это постоянной рубрикой, потому что многие девочки просили у меня это, чтобы не смотреть сами знаете какие высеры от сами знаете кого. Итак, выпускать игровые новости я планирую каждый месяц примерно 10 числа, а 20 числа обычные разговорки о том о сём, ну как ранее. А теперь к основному. Gamescom 2025 прошла 19 августа, и в этом месяце это самая главная новость, потому что нам показали множество анонсов и новых трейлеров, некоторые были даже неожиданными. Сперва мы увидели новый трейлер с игровым процессом Call of Duty Black Ops 7. Нам сказали точную дату релиза игры, это 14 ноября. Она будет доступна на Xbox, PlayStation 4 и 5 и ПК. Также игра выйдет с кооперативом, мультиплеером и режимом зомби. Большинству смотрящих трейлер зашел, но настоящее испытание состоится позднее в этом году, когда официально выйдут и Battlefield 6 и Call of Duty Black Ops 7. Первый, похоже, стартует весьма успешно, поскольку открытая бета-версия Battlefield 6 уже побила рекорды. По данным EA, бета-версия стала самым масштабным игровым тестом в истории Battlefield. Первые выходные в Steam одновременно играло более 521 тысячи человек. Лично я мало что могу сказать насчет того, кто победит это негласное соревнование, потому как обе серии имеют немало аудитории. Студия Zaum, которая известна игрой Disco Elysium, анонсировала новую RPG Zero Paradise, ранее известную под кодовым названием Проект C4. Это шпионская игра, где главной героиней выступает оперативница, известная по прозвищу Каскад. Даты релиза пока нет, но игра обещает быть похожего стиля, как и Disco Elysium. Лично мне очень интересен проект, так что я нахожусь в режиме ожидания. Game Science объявили, что планирует выпустить продолжение Вуконга в серии Black Myth Джуй Куй. В этот раз главным героем станет Джуй Куй, бог ловящий призраков и странствующий между адом и землей, как выразился ведущий церемонии открытия Gamescom Джефф Килли. Как и первая игра, Джуй Куй будет представлять собой экшен-RPG, и пока что точные сроки выхода игры неизвестны. К слову про трейлер, мне в нем понравился только тигр. Во время открытия Gamescom также было объявлено, что долгожданная Hollow Knight Silksong все-таки выйдет в этом году. Джефф Килли продемонстрировал новые кадры игрового процесса, не публиковавшиеся с 2022 года. Напоминаю, что игру делают уже более 6 лет. Очевидно, что фанатки и фанаты игры ожидали дату релиза, и так это 4 сентября. Лично я не шибко люблю Metroidvania, и так что и не особо жду вторую часть Hollow Knight, но просто чтобы вы знали. Сразу после выхода оно будет доступно в Xbox Game Pass Ultimate. Студия TT Games и Warner Bros. Games анонсировали Lego Batman Legacy of the Dark Knight. Небезызвестная серия приключенческого экшена в этот раз посвящена истории Бэтмена. В ней мы сможем погрузиться в мир Готэм-Сити и сразиться с известными суперзлодеями DC. Компания сообщила, что создала для игры новую боевую систему. Она сочетает в себе плавные комбо, скрытные приемы и детективные навыки. Релиз Lego Batman Legacy of the Dark Knight состоится в 2026 году на ПК, Xbox и PS5. Студия Obsidian показала новый трейлер фантастической ролевой игры The Outer Worlds 2, где рассказали про союзников и союзниц, которых будет 6, и у всех свои характерные особенности и квесты, которые зависят от решения играющих. Также нам напомнили о релизе 29 октября. Новинка будет доступна на PS5, Xbox Series и ПК. Анонс даты выхода вампирского ролевого экшена Vampire the Masquerade 2 от британской студии The Chinese Room пришлось ждать долго, но теперь мы знаем, что релиз состоится 21 октября. На ПК, PS5 и Xbox Series уже стартовали предзаказы, о чем сообщает новый геймплейный трейлер. Что лично я хочу сказать, мне очень понравилась мрачная атмосфера трейлера и одна из возможных ГГ, которая женщина, что мы видим на экране сейчас. Однако также многие были очень недовольны добавлением платных кланов. Позже издательство объяснило, что это было бизнес-решение. По словам Paradox, разработка дополнительных кланов требовала значительных ресурсов и времени. Создатели и создательницы Ghost of Yotei показали на шоу атмосферный трейлер приключенческого экшена, который отправит играющих в Японию начала 17 века. Ролик показывает и местные красоты, и битвы. Также, что многим зашло, Ghost of Yotei получит многопользовательский режим Legends. Он появится в игре в 2026 году. Сама Ghost of Yotei выйдет 2 октября на PlayStation. Не знаю, как вы, я игру жду. Даже пускай атмосфера Японии для меня не самая близкая, но вот тут очень интересно. Konami показали новый игровой процесс хоррора Silent Hill F. В видео главная героиня исследует другой мир, встречаясь с ужасными существами и измененной жуткой версией своего дома. В трейлере впервые можно услышать англоязычную озвучку главной героини Хино Касимидзу в исполнении актрисы Сьюзи Йенг. Хотя сюжет игры полностью самостоятельный и не связан напрямую с другими частями серии, но мы уже знаем, что сможем найти в нем отсылки на классические выпуски Silent Hill. Релиз Silent Hill F состоится 25 сентября 2025 года на Xbox, PlayStation 5 и ПК. Capcom опубликовали сюжетный трейлер Resident Evil Requiem, где рассказали про прошлое главной героини
приключений Грейс Эшкрафт и ее матери. В трейлере на них открывают охоту какие-то культисты. Подробностей о том, что именно происходит в ролике, нет, но выглядит геймплей довольно приятно. В Resident Evil Requiem можно будет переключаться между видами от первого и третьего лица, а по слухам играть предстоит не только за Грейс, но и за Леона Кеннеди, который вернется во франшизу после отсутствия. Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series и ПК. 1348 экс-вота, средневековый экшен с рыцаркой в главной роли, которая пошла искать свою близкую подругу или девушку, наверняка я не знаю. Последнюю, кстати, сыграла Дженнифер Инглиш, которая известна по Shadow Heart из Baldur's Gate 3. Над игрой работает новая итальянская студия Sedlio, в составе которой есть опытные разработчики и разработчицы AAA проектов. Мы погрузимся в мрачную атмосферу Италии 1348 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series в начале 2026. Необычная игра с атмосферой старых диснеевских мультиков, но с приколом в виде хоррора. By Sweet Carol выйдет 9 октября. Мрачное приключение по потустороннему королевству, чтобы найти свою подругу. Надо же, прямо как с прошлой игрой. Студия разработки Little Saving Machine сообщили, что вдохновлялись совершенно разными жанрами: классической анимированной сказкой и survival-хоррором с элементами олдскульного платформинга. Игра будет доступна на ПК, PS5, Xbox и Nintendo Switch. А теперь передаю привет своему папе и остальным, кто играет в World of Tanks. Для вас есть прекрасная новость. В игре грядет новая эра, так называемая версия 2.0, запуск самого масштабного обновления. В игре будет обновленный ангар, обновленный интерфейс, новая карта, танки 11 уровня, масштабный ребаланс техники, улучшенный матчмейкинг и новые испытания с наградами. До выхода самого крупного обновления в истории игры совсем немного. С 3 сентября уже можно будет играть в обновленную версию. По обновлениям мы также можем встретить Deadlock, ММО геройский шутер от третьего лица с элементами мобы. В крупном обновлении появится 6 новых героев и героинь, часть уже успела понравиться многим людям, особенно козел Билли, хотя лично мне больше понравилась вампирша Мина. Также будет замена лобби-меню, множество переработок карты и персов, также новый экран выбора, и хотя игра все еще остается в закрытом бета-тесте, который, наверное, все равно есть почти у всех, дата релиза до сих пор неизвестна. Также нам показали несколько DLC к играм. Например, Indiana Jones and the Great Circle получит DLC The Order of Gains. Оно выйдет в сентябре 4 числа и отправит играющих в Рим, где главному герою предстоит исследовать загадочные подземелья и противостоять культистам. Кульминацией станет бой в Колизее. Выйдет оно на Xbox Series, PlayStation 5 и ПК. Также анонсировали выход порта для Switch 2 в 2026 году. В Cult of the Lamb, нашумевшем рогалике, будет новое сюжетное дополнение Wolf Heaven. Это дополнение обещает погрузить нас в холодный мир, где прошлое встречается с настоящим, а каждое решение имеет последствия. Пока известно то, что в нем придется следить за тем, чтобы суровые погодные условия не уничтожили наш культ, и также нам добавят возможность заниматься животноводством, чтобы получать мясо и шерсть, что немного забавно, учитывая, кем мы играем и кто входит в наш культ. DLC будет доступна на PlayStation 4 и 5, на Xbox Series, на Nintendo Switch и на ПК в начале 2026 года. Что касается фильмов, сериалов, мультиков по игровым франшизам. Второй сезон постапокалиптического Fallout от Amazon официально выходит в Нью-Вегасе, и, если верить первому трейлеру, нас ждет крутейшее приключение. В центре истории будет путь Люси, а также мы увидим больше прошлого Купера Говарда, полюбившегося многим Гуля. Кстати, немало людей хотели бы видеть любовную арку между ними, видимо, из любви к тропу от любви до ненависти или I can fix him, но, честно говоря, я очень сильно сомневаюсь в ее реализации. Ну, в любом случае, я лично жду второй сезон, потому что первый мне зашел, и второй сезон стартует 17 декабря этого года. Sekiro от From Software восстала из мертвых в виде аниме-адаптации. Оригинальная игра Sekiro Shadows Die Twice вышла в марте 2019 года и на сегодняшний день разошлась тиражом более 10 миллионов копий по всему миру. Кения Кацуна, режиссер адаптации, сказал: «Мы беремся за монументальную задачу анимировать захватывающую прекрасную Sekiro Shadow Die Twice. Работая над ней, мы вкладываем в нее всю свою художественную фантазию и страсть к красоте. Конечный продукт создается так, чтобы стать поистине незабываемым опытом, который оставит неизгладимое впечатление как у преданных поклонников и поклонниц игры, так и у тех, кто впервые открывает для себя мир Sekiro. Ждите с нетерпением». Что я могу добавить? Я ее не жду, ровно как и сама игра для меня не была чем-то классным, но дать вам информацию — это пожалуйста. Ну и вот тут у нас еще список тех, кто приложит руку к адаптации. Из раздач, фестов и прочих мелких новостей. Прямо сейчас в Steam бесплатно раздается головоломка с исследованием подземелий Shade Silver. Также с 13 по 20 октября будет Steam Next Fest, недельное мероприятие, посвященное новым играм. Там можно будет поиграть в сотни разных демоверсий, посмотреть прямые трансляции компаний и пообщаться с разрабами.
Также недавно стало известно, что в Steam с новым обновлением рейтинги обзоров для некоторых игр будут рассчитываться на основе обзоров, написанных на вашем доминирующем языке. Как было сказано в Steam, это часть наших постоянных усилий, направленных на то, чтобы обзоры людей помогали играющим принимать обоснованные решения при покупке новой игры. Я наверняка не могу сказать, как к этому отношусь, наверное, больше нейтрально, хотя и считаю, что это не было необходимостью, которая принесет много пользы. Из скандалов и ссор в индустрии. Roblox потеряли 12 миллиардов долларов рыночной стоимости из-за скандала о защите детей в игре. Волна критики стартовала в начале августа, когда с обновлением в игре появились кастомные анимации, которые позволяют имитировать сексуализированные действия. Полноценный скандал при этом развернулся 9 августа после того, как студия забанила известного блогера, вычислявшего и ловившего PDF-файлов в Роблоксе. Генеральный прокурор Луизианы подал в суд на компанию, обвинив ее в том, что она не предприняла достаточных мер для защиты несовершеннолетних. Представители Roblox заявили, что считают иск необоснованным и намерены отстаивать свою позицию в суде, хотя акции у них значительно упали. Также я хотела бы ввести в игроновости минутку игр от компаний с большинством женщин для продвижения, очевидно, женских компаний. Вы можете писать те, что вы знаете сами, или являетесь создательницей той или иной игры, и, скорее всего, я добавлю ваши рекомендации в следующих выпусках. Так что минутка игр от женщин. Сегодня про довольно известные и не новые две игры от одной компании, но просто шикарные по всем параметрам, и я их безумно обожаю. В будущем я, конечно, буду чаще упоминать новые или еще не вышедшие игры, но сегодня хотела уделить время именно этим двум. Чудесная компания Kill Monday Games, созданная супружеской парой Натальей Мартинсон и ее мужем Исаком. Наталья выступает в качестве генеральной и креативной директрисы и гейм-дизайнерки. Также в качестве комьюнити и проект-менеджерки приняла участие Линда Келлер. Первая игра от них у нас это Friendbow, мрачная приключенческая квест-игра Point and Click. История про девочку, пережившую трагедию, оказавшуюся в жутком психиатрическом заведении. Игра выделяется тревожной атмосферой, психоделическим сюжетом и глубоким исследованием тем психики и травмы, поданы через мрачные, но трогательные образы. О своей любви к этой игре я могу говорить много, так что просто буду советовать ее снова и снова. Если вы еще не играли в нее, играйте. Ровно как и следующую игру «Маленькую мисс Неудачу». Здесь уже история про девочку с черным юмором и немного смертельными приключениями. Она вроде идет навстречу счастью, но по пути встречает всякую жесть. Атмосфера одновременно милая и криповая, как и в первой игре. Кстати, в Little Miss Fortune есть прекрасный короткий диалог, который я помню до сих пор и обожаю его. Спойлерить не буду тем, кто не играли, а кто играли, можете угадать в комах, что именно там был за момент. Из важного и основного пока все. Вы можете писать, как вам рубрика, что из игр понравилось или не понравилось. Я вообще хотела закончить на хорошей ноте, но пока так. По крайней мере, мы знаем, что сентябрь и октябрь у нас довольно бодрые на релизы. На этом все, твинчата. Если вам зашло, подписывайтесь, ставьте лайки. Если нет, тоже нормально. Всем пока!